Вы наверняка слышали, что при ядерном делении выделяется огромное количество энергии. И, скорее всего, вы уж точно знаете, что при термоядерном синтезе выделяется еще большее количество энергии. И вроде как все эти виды получения энергии являются достойной перспективой тем методикам, которые широко используются на сегодняшний день. И, скорее всего, главный вопрос, который у вас при этом возникал, это а откуда вообще в атоме столько энергии? Откуда берется энергия при ядерном делении и откуда берется энергия при термоядерном синтезе? Наш сегодняшний ролик можно логически разбить на три большие части, на самом деле их, конечно, будет больше, но самое главное понять про ядерное деление, про термоядерный синтез. Это, как вы понимаете, два взаимно противоположных процесса. И третий большой блок — это, собственно, откуда вообще энергия и чем энергия является. Ну, на вопрос, чем энергия является, мы, конечно, ответа не найдем. Итак, ядерное деление. Ядерное деление — это способ, который используется для получения энергии уже довольно долгое время. Есть уже работающие атомные электростанции, которые вполне себе успешно используют эту энергию. И, в общем-то, казалось бы, разделили ядро, откуда энергия. На самом деле, если заглядывать здесь в физику очень глубоко, мы с вами ответа как такового прямого не найдем. Но если использовать те механизмы, которые мы, собственно, сейчас способны использовать, можно сформулировать такое компактное и, наверное, даже относительно правильное объяснение. Хочу сказать, что телефон качается, потому что метель почему-то вдруг началась. Но, надеюсь, это сильно не помешает. Вот. Ядерное деление, электростанции атомные используют ядерное деление. Что происходит при ядерном делении? Как вы понимаете, частицы не просто так объединяются и не просто так сливаются в ядра атомов. Протоны не просто так находятся друг рядом с другом. И тут наступает тот самый момент, когда уместно использовать некоторую физическую модель, некоторую упрощенную физическую модель, которая, может быть, на 100% на вопрос не отвечает, но при всем при этом имеет некоторую наглядную ценность. Поэтому представим частицы, объединенные в ядро атома, как какие-то, скажем, мячики, находящиеся на пружинах. Представим себе два шара, которые связали пружинами друг с другом. Вы наверняка помните, что помимо сил притяжения между частичками, одноименными частичками с одинаковыми зарядами существует отталкивание. Это прям база и основа физики. И вот для того, чтобы преодолеть эту силу отталкивания, частицу надо перешагнуть за кулоновский барьер. Как это делается, поговорим чуть позже. Почему это происходит, тоже поговорим чуть позже. Но при всем при этом, когда у нас частички оказываются связанными в ядре атома... Ну, отлично, ветер подул. Да елки-палки, а. Ну так вот, но помимо этого, когда частички оказываются связанными в ядре атома, когда они установили какую-то связь, они этот кулоновский барьер уже преодолели. Поэтому фактически это состояние сжатой пружины. Частички вроде как находятся вместе, вроде как уже притянулись, это та самая пружина, но при этом барьер преодолен. Поэтому есть некоторый потенциал, запасенный этими субатомными частичками. Если ядро по той или иной причине разделилось, то связь между этими частичками высвобождается в виде связи сжатой пружины. Очень, наверное, муторно сказал. В общем, представьте себе пружину, которую сжали и убрали в ящик. Когда крышку ящика открыли, пружина выстрелила. Вот, собственно говоря, вот этот вот пример отлично подходит и сюда. Поэтому, если мы между субатомными частицами, из которых состоит ядро, разрушили связь, то вот эта вот сжатая пружина высвобождается. И частички разлетаются в разные стороны. Субатомные частички отталкиваются друг от друга и летят в разные стороны. При всем при этом выделяется энергия. В какой форме выделяется энергия, поговорим чуть позже. Это тоже интересный и непонятный момент. На самом деле явление описывается в физике, конечно, более серьезным и более сложным образом. Но поскольку мы с вами хотим как-то упростить изложение, я думаю, что вот такой вот умозрительной модели будет достаточно. Итак, еще раз, мы связываем состояние субатомной частички, ее положение с тем, как ведет себя кулак на пружине в закрытом ящике. И если ящик открывается, кулак отстреливает. Пружина высвобождает свою потенциальную энергию, и кулак вылетает. Ровно так же можно говорить и про вот эти вот наши с вами субатомные частички. Когда связь между частицами в ядре нарушена, частицы отталкиваются, улетают в разные стороны. И да, это описание не совсем-таки корректное. Наверное, все-таки на экзамене по физике лучше так не говорить, потому что наверняка преподаватель пристанет. Но нам с вами для общего понимания, в принципе, я думаю, вполне достаточно такого описания. Это первый вариант, когда у нас энергия выделяется. Следующий момент — это термоядерный синтез. Казалось бы, когда ядро распадается, там еще худо-бедно можно какие-то аналогии провести.
взять палку, сломать ее об колено и услышать звук, который выделяется в результате вибрации слоев материала и воздуха, который вибрирует вместе с этими слоями материала. Разные виды освобождения энергии мы тоже встречаем. Когда что-то ломается, когда какой-то механизм ломается, когда там велосипедная рама, не дай бог, ломается, мы слышим хлопки, звуки и прочие неприятные явления мы наблюдаем. Все это может отстрелить, отлететь, и мы все это много раз видели. А вот что происходит, когда у нас частички соединяются? Термоядерный синтез — это вообще довольно сложная штука. И да, процесс объединения субатомных частичек в ядро атома называется термоядерным синтезом. Термоядерный синтез интересен и сложен тем, что для того, чтобы частички субатомные соединились вместе, чтобы два протона объединились, необходимо преодолеть тот самый кулоновский барьер, про который мы уже упоминали при рассмотрении разделения ядра атома. Кулоновский барьер преодолеть непросто. Самый простой способ сделать это увеличить, невероятно увеличить температуру окружающей среды для того, чтобы энергия частичек была максимальная, и рано или поздно с огромными кинетическими энергиями частички врежутся друг с другом, и оба протона сольются в единое целое. Ну, может, там не оба протона, может быть, больше протонов и так далее. На Солнце у нас, как мы помним, синтезируется гелий как раз в результате такого процесса. И это явление повторить на Земле довольно сложно, пока не получается, и прочее, прочее, прочее. Но так или иначе, откуда здесь вообще может браться энергия? Да, вложили огромную тепловую энергию, преодолели кулоновский барьер, а в ответ получили еще больше энергии. Как это вообще возможно? Здесь процесс тоже умозрительный, сложный, и, наверное, мы его опишем опять-таки не совсем корректно, но я надеюсь, что для понимания этого будет более чем достаточно. Представьте себе пазл. У пазла есть частички пазла. У частичек пазла есть определенное количество этих вот кончиков, которые соединяются с другим элементом пазла. Для того, чтобы пазл собрался в единое целое, нужно, чтобы элементы пазла сошлись идеальным образом. Если этого не происходит, то пазл не собирает. Физика примерно так же понимает себе строение ядра. Скажем, есть пазл с тремя точками соединения, из них две точки соединения мы используем, но у каждого элемента пазла, у каждого протона для термоядерного синтеза остается по одному свободному хвосту. Вот эти свободные хвосты являются источником энергии. В случае объединения двух атомов водорода в атом гелия получается, что на самом деле там не атомы водорода, там дейтерий и тритий, насколько я помню. Но давайте в эти подробности сейчас сдаваться не будем, это в любой энциклопедии написано. А вот то, что мы сейчас с вами проговариваем, это написано далеко не везде, и далеко не каждый источник вам про это расскажет. И так вот, собственно, энергия при термоядерном синтезе появляется как избыточная энергия, которая уже не нужна для образования и соединения субатомных частичек в ядро. Протоны уже взяли сколько им нужно, объединились, и осталась лишняя энергия. И вот сейчас мы затрагиваем тот самый третий блок, который мы обозначили в самом начале ролика. А в какой форме эта энергия выделяется? И что это такое? Ну, с термоядерным синтезом сразу напрашивается вот та наша любимая формула E равняется mc квадрат. Но она интересна тем, что из нее ни черта не ясно. И обычно курс физики ограничивается тем, что все задачи, связанные с ядерным делением и с ядерным синтезом, рассчитываются сугубо по этой формуле. Мы запоминаем, что E равняется mc квадрат, и больше нам ничего не нужно. Насколько мне удалось найти информацию по этому вопросу, все строится опять-таки на виртуальных фотонах. Виртуальные фотоны — это не что иное, как некоторая математическая конструкция, способная описать превращения, происходящие на уровне взаимодействия частиц. Если исходить из того, что частичка, она все-таки хоть немножко материальная и не только является волной, и не только является энергией, то нужно как-то это привести к какому-то божескому виду. Способ привести к божескому виду эти процессы — это использовать виртуальные фотоны. И вот виртуальные фотоны — это некоторая штука, которая стоит на границе раздела материальности и энергии. И когда мы с вами производим ядерное деление или термоядерный синтез, та энергия, которую мы получаем, выглядит именно как виртуальный фотон или испускается в виде виртуального фотона при появлении новой частицы. Сами по себе виртуальные фотоны описать сложно. Это некоторые колебания среды, которые вот пытаются притянуть каким-то образом к процессам, происходящим физики и, в частности, физики атомного ядра. Но при всем при этом вопросов здесь больше, чем ответов. Но вообще, если немножко по-другому представить себе происходящее, то все ложится абсолютно точно. Сюда привязывается та нелюбимая многими математическая физика, и вообще все довольно складно. Представим себе, что есть пространство, состоящее из некоторого поля. Это поле пронизывает все пространство.
И нет, это не эфир, не надо сейчас вот сюда, вот в эту сторону поворачивать. Про эфир вообще отдельная тема, не надо здесь спорить, она вообще такая сугубо спорческая, она к науке никакого отношения, к сожалению, не имеет. Но так или иначе, если представить себе, что пространство в объеме пронизывает некоторое поле, обладающее некоторой энергией, то очень легко описать появление энергии при тех или иных процессах. Представьте себе нечто типа явления резонанса, которое вы много раз видели на графике в школе. И вот когда у вас два горба накладываются друг на друга, энергия, амплитуда увеличивается. Если амплитуда увеличивается, вот вам энергия, которая выделилась. А теперь представьте, что есть некоторая стандартная амплитуда, которая описывает ту или иную частичку. Когда у нас образуется новое ядро атома, амплитуда остается такой, какая должна быть для этого атома, а избыток остается в виде свободной энергии. Вот эту свободную энергию пытаются описать тем или иным способом. То там виртуальная частица, то какая-нибудь частица, обладающая энергией, то как угодно. Но вот теория поля вот это вот могла бы описать таким образом, и это было более-менее понятно и разумно. То же самое при ядерном делении. Опять возьмем два горба синусоиды, опять разделим их пополам, например, пополам, и получим, что какое-то количество свободной энергии все-таки осталось, потому что две половинки, ну, заняли, скажем, от исходной амплитуды, пускай там 0,75 от одного целого. И вот опять у нас объясняется, откуда взялась вот эта вот излишняя энергия. Это описание не соответствует стандартным учебникам и классическим представлениям. Между тем, я хотел напомнить, что я продолжаю писать книгу на эту тему. Я думаю, что получится интересно. И я пытаюсь с помощью физики, с помощью более-менее стандартных моделей описать то, что происходит во Вселенной. Конечно, громко звучит, и не факт, что это будет прям правильно, но я думаю, будет очень интересно. И мои подписчики на Бусти, которые уже поддержали проект, могут постепенно читать материалы, которые появляются как главы этой книги, которые войдут в будущем в эту книгу. Поэтому подписывайтесь на Бусти, поддержите проект и заодно читайте много чего интересного. Следующий интересный момент — это Telegram. Если вы хотите поддержать мой проект, но не знаете, как это сделать, самое сейчас хорошее, что вы можете сделать, это подписаться на канал про изобретение. Мне очень нужно набрать 2000 подписчиков на этом канале, и тогда будет партнерка. Ну и основной телеграм-канал, там до сих пор основная движуха в проекте. Регулярно, ежедневно выходят новые материалы, материалы интересные и в нашем с вами стиле. Поэтому там буквально уже клуб инженерных знаний образовался. Не забывайте ставить палец вверх ролику, задавайте какие-нибудь вопросы в комментариях. Всем спасибо, кто задает вопросы в комментариях. Всем здоровья, счастья, удачи и любви. Всем всего хорошего и до новых встреч. Надеюсь, мы с вами смогли ответить на основные вопросы по обозначенной теме. Обратите внимание на размер следа, и почему-то многие считают, что зайчик — это маленькое, красивое и милое существо. На самом деле это здоровенная штука размером почти с собаку, и вот такие вот от нее остаются колеи.